Друзья, всем привет! Несколько раз вы меня просили рассказать о том, как маневрируют суда в порту, с моей точки зрения. И я с течением времени насобирал несколько роликов, которые можно совместить в один, и получится такой небольшой обзорчик о том, как суда швартуются, отшвартовываются. Но не наше именно конкретно судно, а с моей точки зрения, когда я смотрю на другие суда. Ролик получится не сильно большим, но очень емким и информативным. Я вам покажу, как суда компании Maersk, два судна компании Maersk отшвартовывались. Одна швартовка, значит, была Maersk Сен-Винсент в порту Янтьянь. Вторая швартовка, тоже судно компании Maersk, полностью пустое, практически с одним единственным контейнером. Они отходили от терминала в порту Янгшан. Это Deepwater терминал, глубоководный терминал порта Шанхай, который находится вообще на острове в 50 километрах от материка. Дальше. Компания CMA CGM, естественно, не обойдем мы ее стороной. CMA CGM Галапагос отшвартовался в порту Сиамен, тоже китайский порт, а также опять в порту Янгшан, очень популярный порт. CMA CGM Osiris швартовался. Тоже покажу вам эту швартовку. Еще на обзоре будет опять же швартовка, опять же в Янгшане, немецкой компании, судно немецкой компании Hapag-Lloyd. На сегодняшний день один из крупнейших контейнеровозов в принципе в мире, берет на борт 23 666 контейнеров и построен в марте 2025 года. То есть вообще практически новое судно. Оно швартовалось опять же в Шанхае. Сам же я в данный момент нахожусь в Южной Корее, порт Пусан, и записываю это видео где-то сейчас, наверное, 8:30 утра. Добро пожаловать, с вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Мы начинаем этот выпуск, который назовем «Портовые маневры». Приятного просмотра, мы начинаем, поехали! Но перед тем, как мы начнем, хочу показать вам вот это видео, которое я снимал 5 лет назад на Маврикии. Это Порт-Луис, и тут наглядно видно, как работают буксиры. Здесь судно выходит кормой из порта, его выводят два буксира. Один расположен в районе левой четверти, второй в носовой части. Сверху прекрасно видно, что работает подруль, отталкивает он судно, его носовую часть в левую сторону, видно струю подруля с правой стороны, и оба буксира толкают. Один толкает в кормовой части, второй ближе к носовой. То будет ли толкать буксир или наоборот тянуть, уже решает лоцман непосредственно, который взаимодействует с тагмастером, то есть с капитаном буксира. Но при необходимости схему можно изменить. Это обсуждается тоже с капитаном судна непосредственно. Лоцман с капитаном перед тем, как начать маневры, должны произвести так называемый Pilot Captain Information Exchange. Различные схемы возможны, возможно толкают, возможно два толкают, возможно два тянут, возможно два оттягивают, потом буксир перемещается. Сейчас я вам это все покажу наглядно на примере тех маневров, которые мне удалось запечатлеть в китайских портах, в которых мы совсем буквально недавно были. Maersk сейчас будет отходить, сниматься. Кажется, что у него на борту много груза, но на самом деле, посмотрите на осадку. Ее практически, в полугрузу, скажем так. Очень много порожняка, очень много пустых контейнеров. Сейчас буксиры подойдут, один уже они завязали. Носовой подходит, сейчас его завяжут, будут уходить. Команда подала проводник на буксир, будут поднимать буксирный конец, а кормовой вытягивает свой. Смотрите, какой длинный уже. Уже метров 60-70 он вытянул, даже может больше. Да, даже больше, около 100 метров. А этот будут поднимать сейчас на борт судна, крепить где-то на кнехте. Там один руководитель стоит, машет, показывает, что делать. Вон, видите, забирают буксирный конец, поднимают на борт. Дали 3 конца продольных. Остается один продольный, 2 шпринга. Тут буксир тоже метров на 100 вытащил. Вытравил конец. Вирают концы на борт. Один вышел из воды. Один продольный забрали на борт.
Еще один продольный выходит. Сейчас зайдет в клюз. И третий продольный тоже вирается. Все, последних два конца дают. Продольный шпринг. Сейчас шпринг кинут в воду. Бамс. Буксир готов работать. Оба. Все, шпринги забрали. Отход от причала, от причальной стенки. Вот это вот черное, то, что на причале, это называется кранцы. Для тех, кто не знал, судно опирается на них. Такая прокладка между причалом и судном. Обычно резиновые, но есть и из других материалов. Смотрите, заработал подруль носовой. Видно, да? Отталкивается от стенки. Буксиры помогают. Нас выгружают по ходу. Довольно быстро его вытаскивают. Ну, наверное, потому что, во-первых, буксиры довольно мощные, а во-вторых, судно полупустое. Сейчас его повернут на правый борт, он развернется через правый борт и уйдет в пункт своего назначения. Maersk Сан Висент название судна. Все, развернулись они практически на нужный курс. Дали уже ход вперед с помощью двигателя. Переложили перо руля, чтобы быстрее развернуться. И будут двигаться вот туда. Вот за то судно. За OCL. За поворот будут выходить из акватории порта. Пожелаем ему счастливого пути. Спокойного моря. Вот OCL Генуя заходит и будет швартоваться на место Maersk, который только что отошел. Сейчас они разойдутся. Не знаю, какими бортами, правыми, скорее всего, судя по тому, как они идут. И OCL будет швартоваться на место Maersk. Нет, друзья, OCL решил пойти на другой причал, куда-то вот туда, в сторону тех кранов. Этот причал остается пустым. Может быть, кто-то придет попозже. CMA Галапагос выходит. Судно, которое может работать на двух типах топлива. На LNG, то есть сжиженный природный газ, а также на дизеле. Судно довольно новое, если я не ошибаюсь, 2023 года. И там целая серия этих судов, систершипов. Один из них мы тоже встретили, CMA Greenland. То есть они названы в честь стран, в честь островов. Вот Галапагос, типа Галапагосские острова, Гринленд в честь Гренландии. И все они dual fuel, то есть работают на двух типах топлива. Видите, такая зеленая краска характерная, типа Green Ship, который может работать на природном газе. Два буксира ассистируют, носовой, кормовой. Это порт Xiamen, Китай. Мы только зашли. Видите, мы еще вообще полностью практически выгруженные, пустые. Нас грузят, а там судно маневрирует. Смотрите, третий буксир подходит, будет толкать в правую скулу, скорее всего, где-то там. Сам контейнеровоз будут разворачивать, потому что в эту сторону выходить некуда, тут мост. Ну, туда, в принципе, некуда выходить. А с той стороны как раз открытое море, Южно-Китайское море, и его развернут, он будет выходить, становиться на выход. Мы уже развернуты, мы готовы. То есть завтра нам только отшвартоваться и выйти. Ну, буксир заходит, будет толкать, как мы предполагали, в правую скулу. Интересная окраска, конечно. Он подошел, толкает. Два подруля носовых у Галапагоса. Видно маркировка. Прямо под LNG Powered. Два винта нарисованы. Вот там вот, если вам видно. Это означает, что у судна два подруля.
Начали они разворачиваться через левый борт, но это займет какое-то время. Минут, наверное, так 15-20, чтобы развернуть судно в 366 метров в длину, 51 в ширину, даже с помощью 3 буксиров. Не быстрая процедура. Практически закончили они разворот. Повернулись уже градусов на 100 от необходимых 180. Прошло 12 минут. То есть, как мы с вами предполагали, минут 20 понадобится на полный разворот. Еще немного осталось. Вот запустили они как раз, смотрите, главный двигатель. Поймали мы момент. То есть они запускают главный двигатель с перекладкой штурвала, ну и, соответственно, пера на левый борт, для того, чтобы ускорить вращение, rate of turn, чтобы увеличить. Для этого перекладывается перо руля на один из бортов, куда нужно повернуть быстрее, и включается главный двигатель. Это и произошло. И он, смотрите, начал поворачивать гораздо быстрее. Буксиры отошли от корпуса судна, потому что оно уже способно самостоятельно выполнить необходимый маневр, довернуть, так сказать, выйти на нужный курс и идти по фарватеру. Все, Галапагос развернулся, вышел на нужный курс и выходит из порта. Счастливого пути. Смотрите, Майерс готовится к отходу, уже концы они отдали, буксиры завязали. Сейчас будут разворачивать. Особенность судна, видите, у него какая надстройка. Она, скорее всего, доварена, потому что там нету иллюминаторов. Сделали они так, скорее всего, дополнительных, ну, как минимум 2 палубы внутри, чтобы загрузить на 2 яруса больше контейнеров. Практика распространенная в последнее время. Вот буксир уже готовится его оттаскивать. Отход состоялся, будут разворачивать его через правый борт. Да, немного груза на пароходе, вижу 1 контейнер пока. Сейчас развернется полностью, может еще где-то стоит. Пустой. 1 ящик я вижу, и все. Можно было бы подумать, что они идут док, но судя по информации, которую я нашел в интернете, следующий доковый ремонт у них запланирован на 27 год. В любом случае 7 футов. Наши приехали швартоваться. CMA CGM Osiris. Будет становиться у нас по носу. Смотрите, на корме установлены антипиратские барьеры, чтобы не могли лестницу поставить на леера. Вон, видите, такого оранжевого цвета. У нас тоже есть такие, на корме лежат в кладовке. Мы их ни разу не использовали, но мы не работаем в тех регионах. Судя по всему, его и разворачивать еще будут, а это займет минут 20, чтобы на 180 градусов его повернуть. Вот сейчас хорошо видны эти барьеры на корме. 3 буксира работают, 2 завязаны к пароходу, 1 просто толкает. Нет, все-таки их не разворачивают, просто их заводят так кормой. Нас заводили вчера точно так же. Видно, у них тут какая-то рабочая схема у местных лоцманов. Заходит Роттердам Экспресс, судно компании Hapag-Lloyd немецкой. Навье, постройка март 2025 года, 23 666 контейнеров в 20-футовом эквиваленте вместимость. И такая же, смотрите, у него надстройка. Но это уже, наверное, с постройки, уже ничего не доваривали, естественно. Изначально так и построили. Непосредственно под мостиком пустота, void space какой-то. И дальше уже жилые каюты. Швартует его у нас по корме. Долго с ним работают, конечно, но не просто поставить к причалу 400-метровый пароход, 61 метр в ширину. Надо на это потратить определенное время. Ну и спешка во время швартовных операций вообще ни к чему. Ни к чему хорошему она не приводит. Здесь, кстати, применяется другая последовательность швартовки. Тут судно подводят к причалу носом. И это более распространенная схема. Мы в основном так и швартуемся. Ну все, их практически пришвартовали.
Смотрите, мостик выше, чем стрела крана. То есть надо крану стрелу поднять, чтобы переехать, ну, в кормовую часть судна. Ну, так вообще многие суда. У нас тоже мостик практически вровень со стрелой. Все, Роттердам Экспресс подошел к причальной стенке. Осталось концы подать, и швартовка завершена.